Дорогие гости и подписчики канала. Сегодняшнюю прогулку начинаем от малого Конюшенного моста. Место начала канала Грибоедова. Стоим мы сейчас над рекой Мойкой. Место, можно сказать, троемостие. Впереди мост. Сейчас по плану. И мост, на котором мы стоим. Там впереди по мойке движение у нас вырисовывается Михайловский замок. Чуть левее часть Марсового поля. Сейчас здесь справа, куда уходит мойка, чуть-чуть виднеется кусочек, можно сказать, самого старого рынка. Сейчас, конечно, это уже не рынок. Он назывался Круглый рынок. По-моему, построен 1790 год. Сами Пушкины там закупались. Ну, конечно, не сами, а их крепостные. Собственно, там за поворотом съемная квартира Пушкина, где он последние годы жизни свои провел. Дальше у нас по ходу движения конюшенные дворы, построенные по приказу Екатерины I. Собственно, поэтому и получили свое название конюшенные дворы. Вот. А сегодняшняя наша прогулка, экскурсия пройдет вдоль канала Грибоедова. Современное его название. Самое первое — это Екатерининский канал. Еще есть Екатерины II. Канал был проложен по руслу реки Кривуши. Ее название Глухая речка. Брала она свое начало от такой болотистой трясины, которая находилась как раз между конюшенными дворами и площадью искусства. Она у нас чуть левее. Вот. Так. Как раз перед нами возвышается, можно сказать, одна из доминант высоких. Церковь Спаса на Крови. Про нее мы сейчас тоже скажем, только перебежим дорогу. Опять же, еще чуть левее, это у нас ограда Михайловского сада. Михайловского дворца. Прошу не путать с Михайловским замком. Так, Бибика пропускает. Собственно, место напичкано, наверное, максимальными объектами и достопримечательности, и исторической важности, ценности. Собственно, место пропитано историей Петербурга. Толпы, кучи, как мы видим, туристов. Касса в Спас. Собственно, тогда немножко упомянем про Спас. Построен на месте гибели, смертельного ранения Александра. Кто мне поможет, 1 или 2, 1 марта 1880 года. В связи с этим пришлось немного поправить русло канала. Канал был прямой. Ограда Михайловского сада тоже была прямая. Ее ограду выгнули. Она теперь стала впуклая. Есть момент интересный, кстати, по ограде. Вот мы видим, что она такая кованная. Прямо все цветочки. Красота. И есть две секции, которые внезапно пропали
примерно в 90-х годах 20 века. Вот мы сейчас к ним подходим. Вот они, недостающие, пропали, не знает где. Никто не знает где. Но обещали, как свидетельствуют интернет-источники, в 24 году все это дело поправить, отреставрировать. Вот. Это вот мы прошли как раз вот эту впуклость Михайловского сада, которую создали в угоду постройки Спаса на Крови. А сейчас подойдем к каналу Грибоедова и посмотрим, как в него своей одной из частей врезается, собственно, вот, врезается в канал Грибоедова основание Спаса на Крови, а раньше было оно как раз вот пряменько, уинк и уинк. Вот, собственно, прогуливаясь, ладно, историю про подрыв и смертельное ранение не будем здесь. Сегодня гуляем по и вдоль канала Грибоедова. Вот сначала Екатерининский канал, 1923 год переименовали в канал писателя Грибоедова, а в 30-х годах название сократилось просто, да, канала Грибоедова. Существуют неподтвержденные легенды, и, в принципе, топографами опровергаемая, что якобы один из инженеров, который занимался обустройством канала, вот эти все деревянные, менялись деревянные укрепления на каменные, был инженер Грибоедов. Ну, собственно, эта легенда не подтверждается. Вот. Так, завернем сюда. Пройдемся по рядам, которые после того, как начали реставрировать Аврору, все торговки и торговщики переехали сюда и так и не уехали. До этого момента здесь было свободно для прогулок и делания отличных фотографий на фоне Спаса. Но имеем, что имеем. Двигаемся, получается, с севера на юг. Географически. Слева у нас один из корпусов Русского музея, корпус Бенуа. Здесь у нас Михайловский театр. Собственно, вспоминаем Пушкина. И, возможно, Евгений Онегин, прототип, сам Пушкин же был, да? Собственно, вот он, пожалуйста, как денди одетый, ходил тоже в Михайловский театр. Вот. Исток самой речки Кребуши с Мойкой соединили только в 1739 году. В конце 18 века углубили дно. Сейчас, наверное, в максимуме глубина канала 3-3,5 метра. Ширина в максимуме, есть места, опять же, как пишут интернет-источники, 35 метров. Возможно, где-нибудь мы их сегодня найдем.
Получается, у нас территория, протяженность канала Грибоедова почти 5 километров. Начинает он свое начало, как я уже сказал, от реки Мойки и заканчивается рекой Фонтанкой. Опять же, все мы цели и назначения таких каналов знаем. В принципе, оно такое же, как и у обводного канала. Это в половодье отводить воду. Скорее всего, тут можете со мной поспорить, работало это или нет. Дальше одна из мест притяжений. Это дом книги. Или дом Зингера. Да, все мы это можем узнать по куполу с шаром. Это прям проблема. Да, и спишь. Ну и из-за угла выглянул следующий исторический объект. Казанский собор. Собор Казанской иконы Божьей Матери. Собор действующий, службы ведутся, вход свободный. Вот, а так вот плавно и незаметно мы подобрались к Невскому проспекту. Канал Грибоедова пересекает Невский проспект, или наоборот, кому как удобней. По ходу нашего движения Невский проспект пересекает, вот к нам хорошо попало. Опять же, смотрим налево, там у нас гостиные дворы, Тумская башня. Направо, далеко видно не видно, шпиль Адмиралтейства. Зазывалы в армию. Так, перейдем. Собственно, мы, получается, что оказались южнее. Южная часть относительно Невского. И данные территории вдоль реки. Господи. Авторские права-то у нас будут, не будут. Смотрите какой. Памятник, пожалуйста, Кутузову. Ну и, собственно, вот эта территория, которой сейчас мы уже начали двигаться, она начала застраиваться примерно в конце 30-х годов 18 века. Начали выдавать участки служащим морского ведомства. Первоначально застраивался правый берег, по которому мы идем. В обязанности хозяев входило обустройство берега, отделывание его деревом. Не буду мешать. Для строительства домов вдоль русла реки врубался лес. Однако царским указом, это тоже, как так-то, вот захотел, делайте. Царским указом запрещалось рубить здесь дубы, клены, липы. Собственно, если эти деревья попадали на твой участок, ты должен был их пересадить в сады или огороды. Замечательно.
Еще раз Казанский собор с другой стороны. Море колонн. Так, мы постепенно приближаемся к Банковскому мосту. Со всеми так любимыми львами. Почему-то их многие называют грифонами. Но, насколько мне известно, грифоны должны быть с головами орлов и туловищами львов. Но тут просто крылатые львы. Не так давно их отреставрировали. Вернули на место. Можно сказать, почему Банковский мост. Потому что современное это здание принадлежит Финеку. Экономический университет ныне. А первоначально это, ну, можно назвать, наверное, царский банк, где выписывались ассигнации, облигации и прочие финансовые инструменты. Так, наверное, пройдем по нему. Опять же, как мы видим, туристы. Кто-то будет учиться. Поворачиваем налево. Направо. Повернули. Теперь идем по левой стороне канала. Погодка сегодня опять для Петербурга шикарная. Дует легкий ветерок, местами порывами. Не жарко и не холодно. Ну и сами мы понимаем, что при такой протяженности в 5 километров канала через него множество мостов. Мостов как пешеходных, так и автомобильных. Все они имеют свою историю. Впереди, например, у нас Мучной мост пешеходный, который упирается в Мучной переулок. Собственно, наверное, можно догадаться, что там велась торговля мукой, скорее всего. Здесь Банковский переулок, был банк, как я уже сказал. Для движения автомобильного каждый берег имеет свое направление.
Представляете, вы живете с окнами. Канал поехал. Лепота, лепота. Вот, собственно, наш речной мост. Кто не верил, проверил. Речной переулок. Идем мы, получается, сейчас параллельно Садовой улице. Там у нас Апраксины дворы, Апраксин рынок. Не одно из, а первое видео на канале. Это как раз прогулка по Садовой. Кто не видел, посмотрите. Так. Счастливцы наблюдают с воды. Тоже на самом деле вещь хорошая. Рекомендую. Вы в равной степени видите оба берега рек и каналов. А не как мы сейчас идем по левому берегу, замечательно видим правый, но совсем плохо из-за того, что близко к носу можем разглядеть левый. А так, по каналу плывете, в обе стороны смотрите. Замечательно. Так, здесь делаем маневр пешеходный. Посмотрите. Венеция просто. Неотъемлемая часть Петербурга. Такие кафешки. Вот, посмотрите. Сидим с открытыми окнами на лодке. Классно. Так, мы на Гороховой улице. Улица Гороховая. Один из Невских трезубцев. Опять же, в конце у нас шпиль Адмиралтейства. Так, поехали дальше. Да, конечно. Опять же, вопросики к тем, кто хочет жить в центре. К тех, у кого есть четвероногие друзья в виде собачек. А где гулять-то с ними, а? Вот мы идем, все в камне. Ни одного садика, палисадника. Вопросики. Так, справа тут у нас за забором уже лес вырос. Уже много-много лет. Вот там мы видим стены. То есть это фасадные стены здания, которые вроде как бы собрались реставрировать, но реставрировать через сохранение фасадной стены и постройки всей внутренности новыми. Но вот уже больше 10 лет оно в таком виде, вырос лес, и ничего не происходит. Мы тут уже поравнялись, получается, по этому переулку с Сенной площадью. По левую руку от нас через дома Сенная. Опять же, почему Сенная? Мы же говорили, там сеном торговали. Не прав? Поправьте.
О, она еще его надеет. Такой сложный маневр пришлось совершить, чтобы по правилам перейти. Особенность современного Петербурга, вот мы сейчас видим на дорогах синие разметки. Весь центр уже с Петроградкой, все платная парковка. Пытаются разгрузить центр от автомобилей. Насколько это получается, до сих пор будем посмотреть. Но мы смотрим на красивости Петербурга. Ресторанчики, кафешки. Это замечательно. Так, нас встречает очередной мост. С рабочего телефона, с рабочего WhatsApp. Вот у нас край Сенной площади захватываем. Переходим. Что бы вы думали, Сенной мост. Чудеса. Переходить мы тут не будем. Какое громкое заявление. Первая пышечная. Может и первая, но опять же момент с петербургским сленгом наравне с поребриками, гречей, курой стоят пышки. Это один раз мне в пышечной дама в очереди за мной стоящая заявила: это, говорит, у вас в Москве пончики, а у нас в Петербурге пышки. Я прошу говорить правильно. Петербуржцы сходят с ума, когда слышат что-то неродное. Очередной мост, уже автомобильный. Для кого-то, возможно, смешным названием. Ну, все зависит от того, как вы поставите ударение. Кокушкин, Какушкин. Как получится. Так. Опять сложный маневр с переходами, с этими всеми. Абсолютно невозможно.
невозможно. Помашем счастливчиком. Сейчас вы заметили, но опять же смотрим, какая красота. Хотели бы жить? Пожалуйста. Высматриваем на окнах наклейки сала и берем. Хорошо. Вот, например, вот с каким маркером, а? Читали? А тем. Фигуры. Может потом вправо, сейчас появляю. Опять же, я там упомянул на Гороховой про Невский трезубец. Как раз, если глянуть на карту, начинается он от Адмиралтейства. И три веером расходящихся улицы. Это сам Невский проспект, Гороховая и Вознесенский проспект. Улицы изначально однозначные. Но исторически так сложилось, что Невский на себя перетянул одеяло за счет, возможно, и преобладающее влияние это артерия, связывающая Зимний дворец и Александро-Невскую лавру, сыграла большую роль. Так, что тут какие-то ленты топят. Что тут ловят? Что происходит? Непонятно. Вот, а мы как раз дошли к Вознесенскому, и вот получается все три зубца, трезубца Невского переходим. Сначала был Невский, Гороховая, сейчас Вознесенский. И опять со всех трех точек отлично просматривается главное здание Адмиралтейства, его шпиль с корабликом на вершине. Так. Правила не нарушаем. Петербург — город булочных и пышечных. Булочные, конечно, на каждом шагу, сетевые, не сетевые, кафешки. Всегда можно куда-то привернуть, присесть, припить, приесть. Опачки, смотрите-ка. Тут просадочку дало набережная, аварийное состояние. Проход там запрещен по той стороне.
Вот кто считал, сколько мостов мы уже прошли, а сколько их еще будет. Так. Здесь мы, наверное, перейдем на левую часть, ибо у нас впереди МВД, люди с охраной. Не будем их провоцировать. Что это у нас за мост-то был? Улица Большая Победческая. Прошу прощения, если будет сильно задувать. Местами, конечно, на открытых пространствах сегодня не просто освежающий бриз, а прям ветер. Опять же видим, какая плотная для Петербурга абсолютно свойственная застройка. Дом к дому. Кто не знает, конечно же, дома так изначально не строились. А был, например, построен этот зеленый домик, тот розовый, а уже после между ними был воткнут желтенький. Земля была дорогая, ценилась. Балкончик. Пожалуйста. Так, впереди у нас какое-то препятствие. Интересно, что там. У нас очередной мост, очередные львы. Там кого-то кино, что ли, снимают. Или это инсталляция какая-то. Похоже, кино. Как нам пройти? Так. А тут не пройти, не знаете? Нет, не пройти, нельзя фильм снимать. Вот так вот. Попали. На фильм снимают. Так. Разрешите, пожалуйста. Внезапно. Так, вернемся к каналу. Вот такой в Петербурге тоже, в принципе, не сплошь и рядом, но большая вероятность, что вы наткнетесь на съемки фильмов, сериалов. Проводят их как в квартирах настоящих. То есть перед домом будет куча фургончиков
съемочных, так и вот как здесь, прямо на улице, в натуре, в живе, с натуральными декорациями. Так, канал Грибоедова делает очередной крюк и поворот. И мы следом за ним. Места уже далеко не туристические. То есть все туристы у нас остались, можно сказать, на Невском, на Гороховой. Дальше тишина. Для тех, кто живет в Петербурге, здесь, в этом районе, прям лепота и тишина. Опять же, историческая, невысокая застройка. Мостик кафе. Так, ну ладно, говорит, как ты делай. Так, очередной маневр. Мост Харламов. Харламов мост. Наверное, там перейдем, здесь не будем. Долго. Намного.
Вот мы вышли к следующему интересному месту. Прямо у нас Никольские ряды. Справа Никольский морской собор. И впереди интересная локация. Сейчас мы к ней подойдем. Назову, расскажу. Тут мы внезапно вышли на Садовую улицу, ее продолжение. Сейчас, как известно, в Кронштадте тоже правитель моряков. Никольские ряды, наверное, как и гостинка, да, это были торговые площади со складами. Сейчас это современное пространство с рестораном, с внутри открытой площадкой, фудкортом, гостиница, зимой горку, обещали круглогодичный открытый бассейн сделать, повторюсь, в Никольских рядах. Так, вернемся на набережной. Никольский собор. К сожалению, колокольня в лесах, как и многое в Петербурге, прям как карусель по кругу. Как мы видели на Спаса на Крови, часть была в лесах. Так и здесь. Мы подошли к месту встречи, пересечения канала Грибоедова и Крюкова канала. Место известно как Семимостье. То бишь с этого места можно насчитать аж, должно быть, 7 мостов. Я пока вижу 1, 2, 3, 4 почему-то. Вот, как мы видели, в ту сторону мост, на котором мы стояли. Вот мост. Наверное, правильнее вот с этого моста смотреть. Вон там мост. И этот мост Староникольский. Крюков канал впереди. Мариинский театр. Справа у нас старая сцена, слева новая. И вон там еще у нас мост. Итого 1, 2, 3, 4, 5
6 и там 7. 7 мостов. Вот, выходим на Пикалов мост. И с него видим 7 мостов. Пожалуйста, в круг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 мостов. Вот. В принципе, на этом, наверное, поставим точку, ибо мы уже долго идем, а осталось-то по факту чуть-чуть. Но поставим точку мы здесь, глядя, наверное, на Маринку, вот эта часть, кусочек зеленого здания. Спасибо, что были с нами, со мной, с петербуржцами. Ждем в гости. До свидания.